Альфа-банк первым в России отменил комиссии за все переводы и платежи. Закажите бесплатную дебетовую Альфа-карту. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Привет, друзья! По многочисленным вашим просьбам сегодня будет продолжение дегустации самой дешевой еды из супермаркета «Пятерочка». Продается эта еда под торговой маркой «Красная цена». Ну что ж, давайте выясним, что же скрывается за низкой ценой. Наггетсы из мяса цыпленка. Масса 300 граммов. В составе действительно мясо цыпленка. Я думал, что здесь будет одно мясо механической обвалки куриное. Но вроде как его нету здесь. Ну, кроме мяса, конечно же, есть еще очень много других добавок, в том числе и различные пищевые волокна. И есть ароматизатор. Стоимость наггетсов 88 рублей 99 копеек. Адрес производства город Калининград. Внешне эти наггетсы выглядят довольно-таки неплохо. Продаются они в замороженном виде, но так как они уже были подвергнуты термической обработке, их нужно только разогреть. Разогрею сейчас их на сковородке и мы продегустируем. Пожарил наггетсы. Внешне смотрятся они отлично. Сейчас посмотрим, что будет в разрезе. По разрезу тоже смотрится неплохо. Видны вкрапления черного перца. Панировки здесь приличное количество, не тоненький слой. Ну и чувствуется, что они хрустящие. Попробуй на вкус. Попробовал. Ну, в общем, не самые вкусные наггетсы. Например, если взять наггетсы от Мираторга, то они повкуснее. И их можно купить иногда тоже примерно по такой цене, если будет какая-то акция. Эти наггетсы суховаты. Ну и также чувствуется, что в фарше очень много клетчатки. Ну, наверное, поэтому они такие и недорогие, потому что мяса все-таки тут немного. Второй раз я бы такие не купил. Я бы купил лучше какого-нибудь другого производителя, нашел бы. Студень сытный, масса 300 граммов. Самым основным компонентом в составе является бульон мясной. Также есть свинина вареная. Написано, что это мясо, содержащее колбасное изделие категории Б. Состав не полностью натуральный, есть еще консервант. Студень сытный, стоимость 64 рубля. Изготовлено в Московской области, город Коломна. Сверху мы видим, даже есть небольшое количество жира. По консистенции он густой, не разваливается ничего. И по запаху вполне нормальный. Да, видно, что очень хорошая консистенция у самого желе, то есть желатина не пожалели. Также и мяса здесь приличное количество. Интересно попробовать на вкус, что же тут будет за мясо, хорошего ли качества это мясо. Попробовал этот холодец и могу сказать, что для своей цены качество очень даже неплохое. Но, конечно, мясо здесь не 100% мяса, оно какое-то жилистое. Но, по крайней мере, само это желе, оно очень такое нормальное. Не скажу, что супер вкусное, там ароматное, это, конечно, бывает вот и повкуснее. Но для своей цены качество вполне нормальное. Чувствуется, что есть черный перец, в основном он весь находится на дне. Поэтому остается островатое послевкусие. По пятибалльной системе я бы оценил этот холодец на 3. Потому что, конечно же, все-таки качество не супер высокое. Да и запах, конечно, не супер идеальный. Форель слабосоленая. Визуально кусочек смотрится очень-очень маленьким. Масса рыбы 150 граммов. Помню, раньше продавали вот такую рыбу, и были кусочки по 200 граммов. Потом кусочки стали по 180 граммов, а сейчас стали вообще по 150 граммов. Связано это с тем, чтобы цена не казалась, что она как-то сильно растет, она все равно растет. Даже 150 граммов сейчас стоит гораздо дороже, чем, скажем, несколько лет назад стоило 200 граммов такой рыбы. Ну и вот, чтобы цена не казалась, что она очень сильно растет, производитель просто уменьшает массу, и кусочки становятся все меньше и меньше. Думаю, в следующем году будут кусочки уже 100 граммов, и цена будет гораздо выше. Состав не полностью натуральный, есть консерванты, а также еще и красители добавили. Не знаю, зачем красители, вроде рыба и так красненькая. Но, видимо, решили ее еще подкрасить. Возможно, это даже и не форель, какая-то другая рыба, просто подкрашенная. Стоимость форели 240 рублей. Адрес производства – город Москва. Запах от этой рыбы идет не супер приятный. Она, конечно, еще не испортилась, но чувствуется, что прям вот она была не супер какая-то наисвежайшая перед тем, как ее упаковывали. Очень много жира с краев. Также тут вот еще присутствуют и косточки. Ну так вот, на первый взгляд, нормальная форель. По крайней мере, структура нормальная. Она не расщепляется на волокна, когда я ее резал.
Это значит, что рыба не была перемороженной. Попробовал. Рыбка эта мне понравилась. Очень нежная, прямо тает во рту. Она, конечно, солененькая, но с солью не переборщили. Не знаю, зачем добавляли сюда краситель. По цвету она точно такая же, как и другая рыба. Либо просто в другую рыбу тоже добавляют краситель, но просто этого не пишут. Альфа-банк первым в России отменил комиссии за все переводы и платежи. Закажите бесплатную дебетовую Альфа-карту. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Попробуем пиццу с колбасой. Масса этой пиццы 300 граммов. Состав этой пиццы очень длинный, и он не полностью натуральный. Здесь куча консервантов, и в тесто консервант добавили, и в сыр, и в колбасу, в общем. Только что вот тут есть перец сладкий, в него вроде как не добавили консерванты. А так, в общем, очень много всего здесь нехорошего добавили в состав этой пиццы. Стоимость пиццы 66 рублей. Изготовлена эта пицца в Московской области, город Бронницы. На первый взгляд, вроде бы даже и неплохо смотрится эта пицца. За такие деньги, мне кажется, тут приличное количество и сыра даже. Ну, сыр, конечно, здесь не супер высокого качества, так же, как и колбаса. Нужно, в общем, ее разогревать и дегустировать. Разогревать я ее буду в духовке, потому что если разогреть ее в микроволновке, то она будет вообще несъедобная. Пицца испеклась. На первый взгляд она выглядит даже и неплохо, потому что видно, что здесь сыр присутствует. Он, конечно, распределен неравномерно, в основном весь в центре, но тем не менее его тут не супер мизерное количество. Сейчас разрежу эту пиццу и мы попробуем. Ну и давайте глянем, сколько здесь теста, сколько здесь начинки. Пропеклось все нормально. Очень много отверстий в этой пицце, чтобы тесто не вздувалось. В некоторых пиццах такое отверстие не делают, поэтому она очень сильно пузырится. Ну а так, тесто здесь такое количество нормальное. Тесто не супер толстое, оно вообще, по-моему, даже не пышное. Но начинки, конечно же, гораздо меньше, чем тесто. Попробую пиццу на вкус. Съел несколько кусочков этой пиццы. Тесто мне не особо понравилось. Оно какое-то не очень пышное, да и вообще какое-то не очень вкусное это тесто. Колбаса здесь чувствуется, что супер дешевая, не особо качественная колбаса. Сыр, ну так себе, в общем, неплохой. Сама по себе эта пицца сухая, потому что соуса томатного здесь тоже не очень большое количество. Но для своей цены качество вполне приемлемое. Я думал, что будет гораздо хуже, думал и сыра будет гораздо меньше, и колбасы вообще там 3 кусочка будет. А здесь, в общем, все-таки немножечко положили. Ну и так как теста здесь приличное количество, то эта пицца довольно-таки сытная. Она может заменить обед или ужин. В общем, думаю, для своей цены качество вполне приемлемое. Но, конечно, если есть деньги, то лучше купить какую-нибудь подороже, она будет повкуснее. Ветчина из индейки. Написано даже, что это ветчина первого сорта. Интересно, какая же она будет на вкус. В составе действительно есть филе индейки. Но также есть и шкура свиная. Ну и, конечно же, мясо птицы механической обвалки. Вот поэтому она и недорогая. Еще, как и полагается для такой дешевой ветчины, здесь есть и ароматизаторы, и краситель. Ветчина из индейки, стоимость 90 рублей. Изготовлена в Московской области, город Лыткарино. Масса ветчины 400 граммов. На внешний вид это, конечно, далеко не ветчина. Здесь нету структуры ветчины. По внешнему виду видно, что это какая-то дешевая колбаса. Здесь видны какие-то вкрапления. Ну и заметно, что мяса здесь нету. А в ветчине, конечно же, должно быть видно, что присутствует мясо. Попробую на вкус эту ветчину. По запаху она пахнет так, в общем, ничего. Я думал, что будет вообще запах непереносимый, какой обычно вот у таких дешевых колбас, там, ветчин бывает вообще запах отвратительный. Ну и по вкусу тоже ветчина, не сказал бы, что прям вот мне захотелось ее сразу выплюнуть. Вполне такая, в общем, съедобная. Но только что, конечно, чувствуется то, что присутствует костная мука. Ветчина это стоит 90 рублей за 400 граммов. Получается, что килограмм стоит примерно 200 рублей. Но это, конечно же, для хорошей ветчины это вообще очень дешево. Ну а для такой ветчины, мне кажется, даже дороговато, потому что, ну, все равно это, конечно, хоть она, скажем так, и съедобная, но то, из чего она сделана, это, ну, просто, по сути дела, отходы производства. Это слойка с вишней. Она идет вот в такой вот просто целлофановой упаковке. Видимо, выпекают, наверное, может быть, в самой пятерочке, может быть, где-то рядом, в общем, точно не знаю. Стоимость такой слойки 25 рублей.
На внешний вид она смотрится вполне нормально. Сейчас посмотрим, что будет там у нее внутри, много ли начинки. Ну и, кстати, начинки довольно-таки приличное количество, но вся она сосредоточена в основном в центре. По краям уже начинки практически нету. Попробовал, по вкусу неплохо. И начинка приятная на вкус, и само тесто тоже нормальное. В начинке чувствуется вкус вишни. Но только что, конечно, вот этот вот конец, он абсолютно без начинки, поэтому суховатый. Ну а так, я думаю, что за 25 рублей очень даже неплохая слоечка. В общем, если еще раз увижу такую в пятерочке, то обязательно куплю. Альфа-банк первым в России отменил комиссии за все переводы и платежи. Закажите бесплатную дебетовую Альфа-карту. Не просто выгодно, Альфа выгодно. Яйца куриные, пищевые, столовые. 10 штук. Категория СО. СО это значит столовые отборные. Раньше я думал это С0, но мне в комментариях написали как-то, что это не С0, а СО, то есть столовые отборные. Ну, спасибо всем подписчикам. Хочу сказать, что научили, в общем, меня, что правильно обозначают эти буквы. Иначе я бы так бы и жил бы в неведении и думал, что это С0. Изготовлены яйца в Тульской области, Заокский район, поселок Сосновый. Стоимость яиц 140 рублей. Внешние яйца выглядят вполне нормально. Размер, конечно, не супер крупный. Бывает и покрупнее. Вот именно такой СО категории яйца. Ну и так как они белые, то очень хорошо заметна грязь снаружи. Яйца не особо чистые. Пожарил яичницу-глазунью из 2 яиц. Ну и видно, что желтки здесь приличного размера. Ну и также цвет у них довольно-таки яркий, насыщенный. Желтки не бледного цвета. Десяток яиц стоит 140 рублей. Получается, что одно яйцо стоит 14 рублей. Год назад это было бы очень-очень дорого, но сейчас это, в общем, даже можно сказать, что и недорого. Тем более, что это яйца довольно-таки крупные. Но сейчас я попробую эту яичницу на вкус. И уже мы выясним, стоит ли или нет покупать эти яйца. Попробовал яичницу. По вкусу мне все понравилось. Яйца хорошие. Ничуть не хуже, чем более дорогие. Так что, если хотите сэкономить, смело берите эти яйца. Ну, конечно, все зависит еще от производителя, потому что вот я живу в Москве, у меня производитель из Тульской области, а кто живет в других регионах, у них, конечно же, производитель будет другой. Поэтому нужно просто смотреть, кто производит эти яйца. Если производитель хороший, следовательно, нету смысла переплачивать, и можно купить яйца вот под этой торговой маркой «Красная цена». Тыквенные семечки, масса 100 граммов. В составе семена тыквы и соль. Тыквенные семечки стоят 96 рублей 49 копеек. Изготовлено в Московской области, городской округ Подольск, деревня Матвеевская. На внешний вид вроде бы нормальные тыквенные семечки. Как они чистятся, интересно знать. Чистятся нормально. Ну и внутри тоже они смотрятся неплохо. Попробую на вкус. Попробовал я эти семечки. По-моему, вообще отличные семечки. Ничуть не хуже, чем более дорогие. Хорошо их прожарили, не пережарили. Также они немножечко солененькие снаружи. Ну и немножечко соли тоже. Когда ешь, немножечко соли попадает и на сами вот эти ядрышки. В общем, вкус отличный. Вафли со вкусом сливок. Если написано со вкусом, то не факт, что сливки будут в составе. Масса вафель 200 граммов. Как мы видим, основным компонентом в составе является вода питьевая. Также есть маргарин, еще и пальмовое масло есть. Сливок действительно нету, есть ароматизатор. Еще зачем-то и краситель. Хотя не понимаю вообще, зачем сюда краситель добавлять. Здесь же все и так такого нормального вафельного цвета. И какой-то краситель, для чего он здесь, непонятно. Вафли стоят 41 рубль. Адрес производства Тульская область, рабочий поселок Куркино. Вафельки эти не особо толстые, но выглядят очень хорошо. От этих вафель идет ванильный аромат. Пахнут они приятно. Попробую на вкус. Несмотря на свой состав, эти вафли очень вкусные. Они хрустящие, и начинка тоже отличная. В общем, если для вас состав не имеет большого значения, то можно смело покупать такие вафли. Они по вкусу отличные. Друзья, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Всем большое спасибо за внимание и до новых встреч!